Приветствую всех рукодельниц на своем канале Рукоделие как хобби. И в этом видео будет небольшой мастер-класс вот таких вот слитков. Я в интернете видела несколько мастер-классов, все они немножко отличались, поэтому из всех я выбрала самый, который мне показался наиболее легким. И еще решила его сделать из-за того, что здесь он получается со швом на подошве, но... Девчонки, шов действительно очень мягкий получается, тонкий и абсолютно не ощущается на ноге. Я уже, получается, вот один тапочек связала. Сейчас будем вместе с вами вязать второй тапочек, плюс расчет по размеру тоже великолепно и на любую пряжу подойдет. Тоже расскажу, как я все это делала. Вот, и покажу вам. То есть, да, у меня даже пряжа здесь другая, спицы совсем другие, не так, как в мастер-классе, но по факту получилось просто отлично. То есть, на любой размер, любой пряжи можно будет его связать. У нас получится, как это все легко и быстро сделать. При желании это можно связать буквально за пару часов. Я, конечно, растянула на целый день, но за пару часов связать очень даже можно. Цвета тоже можно подобрать любые. Ну что, начинаем. Действительно получились очень удобные. Я вязала на размер 38-39. Вот этот манекен у меня где-то 36-37 примерно вот такой, поэтому они на него чуть великоваты, как будто бы смотрятся. Еще раз повторюсь, что шов действительно очень удобный, он реально не чувствуется. Вот, поэтому будем с вами сейчас начинать. Как мы будем вязать, да, то есть последовательность. Мы будем вязать полотно, начиная отсюда, потом будем вставлять ниточку, вяжем до сих пор, потом сверху мы будем набирать, поднимать петелечки, да, чтобы провязать вот эту вот каемочку. Здесь мы немножечко будем убавлять, чтобы получилось более такой как бы приталенное, да, и потом аккуратненько я покажу, как это сшивается так, чтобы шовчик был именно ровный. Но в самую первую очередь нам нужно с вами сначала рассчитать. Я покажу, как я рассчитывала непосредственно для своей пряжи. Пряжа у меня... Опять это идут остаточки, то есть на моем канале я в основном вяжу из той пряжи, которая у меня есть, то есть из остатков, показываю, что можно вязать все-таки и что из этого может получиться. Вот, поэтому я количество петель именно подбирала методом проб и ошибок, скажем так, да. Единственное, забегу сразу вперед, нам нужно будет набрать количество петель при провязке полотна, которое даст нам здесь по высоте 9 сантиметров. Я вязала спицами, получается, 4 основную... Вот эту вот всю основную часть, да, заготовку, а вот эту вот уже непосредственно каемочку 3,5. Вы можете брать те спицы, которые подходят вам. Пряжа точно так же. Понадобится крючок для подъема петель. Ну, я поднимаю крючком, мне намного проще. Линеечка, чтобы замерять, и 2 маркера. Либо возьмите отличающего цвета 2 ниточки. Вот, я сделала расчеты для своего размера. То есть у меня получается, табличку я сюда сейчас прикреплю размерную. Так, я брала размер 38. Это у нас равно по стопе, да, вот так вот. Отсюда до сюда 24,5 сантиметров. Мы умножаем на 2, так как у нас получается вот эта часть вся должна будет обогнуться, да, то есть это будет одно такое полотно, ну, грубо говоря, похоже на маленький шарфик. Вот, поэтому мы умножаем на 2. То есть у нас получается 24,5 это именно по стопе, но так как нам надо обогнуть, умножаем на 2. У меня получилось 49 сантиметров. Плюс мы берем еще, учитываем тот момент, что полотно, оно у нас все-таки будет немного растягиваться, да, должно сидеть плотненько, поэтому в среднем отнимается где-то 5-6 сантиметров. Вот, смотря по мастер-классам, я взяла минус 5 сантиметров, у меня получилось 44. И так как получается у нас с вами будет 3 части, то есть у нас получается будет идти вот эта первая часть, потом вторая часть цветная и третья, это следующая боковинка, мы делим на 3. У меня получилось с дробями. Я округлила на серединку, отдала большее количество. То есть, если у вас вдруг получается 14, 14 и 14, вы одну петельку сюда отдайте и отсюда сюда отдайте. Получится 13, 16 и 13, да, допустим, и так далее. Вот, то есть, чтобы у вас на серединку побольше было вот это вот расстояние. Так, ну еще раз повторюсь, что высота заготовки это 9 сантиметров. Так, у меня 9 сантиметров это моей пряжи основной. Мне нужно набрать 16 петель. Набираем обычным способом, что я сейчас и буду делать.
Я набрала своих 16 петель, то есть, когда я буду вязать, провязывать эти 16 петель, они мне вот так по высоте дадут 9 сантиметров. Ориентируйтесь тоже на это. И дальше, получается, мы провязываем полностью платочной вязкой, да, то есть это все лицевые петельки. Вот так это у нас, получается, идет от пятки и вот сюда. Вот так вот мы вяжем. Мы провязываем платочной вязки. У меня это 14 сантиметров, то есть первую боковинку. Вот, то есть сейчас я вяжу 14 сантиметров именно сантиметрами меряю, не рядами, да, чтобы у вас тоже получалось, например, если кто-то на такой же размер, как я, хочет, соответственно, с любой пряжей и с любыми спицами оно получится, если мы в сантиметрах будем измерять. Вот, сейчас вяжу тогда на 14 сантиметров, к вам возвращаюсь и будем уже делать с вами именно цветные вставочки. Продолжаем дальше. Вот я провязала, получается, 14 сантиметров. Это у нас будет первая боковинка. Сейчас я буду присоединять ниточку красного цвета. И здесь нам нужно будет провязывать по 4 ряда. Если там, допустим, у нас как идет 14, 16 и 14. Если посерединке получится там чуть больше, либо чуть меньше, допустим, на 5 миллиметров на сантиметр, как бы в принципе ничего страшного. Оно все равно будет где-то растягиваться. Тут еще шовчик сойдется, поэтому как бы в принципе такое может быть. Вот, тут получается мы по 4 ряда вяжем, то есть 4 ряда красный, контрастный, да, дополнительный цвет, 4 ряда или 2 платочных дорожки основным, 4 ряда красным, 4 ряда основным. И опять-таки смотрим именно по размеру. У некоторых может получиться, допустим, 5 вот этих вот 5 секторов вот этого вот цвета, да, какого-то контрастного. У меня получилось 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Лучше, конечно, если это нечетное число, то тогда будет посерединке. Но даже если будет четное число, у вас ничего страшного, как бы смотрите, самое главное ориентироваться именно на вот этот размер. Вот, поэтому сейчас буду присоединять красную ниточку и провязывать, получается, там, где у нас идет вставочка, да, контрастный цвет, там получается у нас будет идти лицевая гладь, а где идет здесь, тут будет платочная. И вот так вот будем чередовать, пока у нас не будет 16 сантиметров именно вот это расстояние, да, то есть вот здесь вот мне надо будет 16 сантиметров сделать вот эти цветные полосочки. Буду делать в процессе, еще покажу. Смотрите, что получается, то есть вот это у нас идет именно половинка, а это я начала вывязывать середину. Ой, вот эти части. То есть они все будут идти именно одинаковые по размеру. Потом, когда мы будем здесь убирать петельки, они немножко заузятся. То есть вот таким образом. Вот. Как это выглядит. Так, у меня наступил новый день. Сегодня, слава богу, видео у нас в хорошем качестве будет, да, именно освещение. Я, получается, провязала полностью по длине, сколько мне нужно, да, то есть вот это, получается, одна боковинка, это будет серединка, вот эта часть, и это вторая боковинка. Теперь будем закрывать петли. Есть два способа закрытия петель. Сейчас я покажу, каким буду закрывать я. Так, продолжаем. Сейчас буду показывать, как петельки буду снимать. Так, первую петельку, получается, я просто сняла. Вторую петельку я провязываю лицевой. И вот так вот, получается, протягиваю через первую. Вот она у нас снялась. И опять-таки вот здесь сильно не затягиваем. Не нужно сильно затягивать, чтобы оно полностью не стянулось. Так, опять провязываю лицевой, вот я провязала, и теперь вот так вот аккуратненько вытягиваю, вот тоже сильно не затягиваем. Так, дальше опять провязываю лицевой, тоже сильно не затягиваем это все дело, и вот так вот ее вот сюда. У меня тут ниточка, она многослойная, поэтому немножко цепляется. Вот такой вот у нас получается край. Так, провязываем лицевую, снимаем и протягиваем через вот эту первую. Хоп, вот так вот у нас получается. Вот. Опять провязываем
лицевую, то есть вот они две. Вот эту вот спицу вставляем сюда в первую, приподнимая ее, и вот эту вторую вот так протягиваем. Вот у нас получается вот такая вот косичка. Так, довязываю полностью вот эти вот все, да, закрываю, и ниточку я обрезать не буду, так как по этому краю мы будем набирать петельки для подъема, чтобы сделать вот этот вот край, да, то есть нашу вот эту наружную уже часть. Так, у нас осталось 2 петли, с ними поступаю точно так же. Провязываю лицевой, вот они 2 на спице, и протягиваю. Все, вот у нас получилась 1 петля. Теперь крючком, мне удобнее крючком, я буду набирать петли, да, на спицу, чтобы начинать вывязывать вот этот вот верх уже, да. Так, берем подходящий крючок. Я взяла свой из набора, который покупала. У меня это 3 вот такой. Так, и смотрите, как я буду делать. Я положила на лицевую сторону, и петельки буду как бы оттуда, да, вытягивать сюда наперед. Тем самым они будут спереди, и вот этого вот как бы шва не будет так видно. То есть вот как оно и здесь, в принципе, да, довольно-таки красиво получилось. То есть вот этих вот швов, не то что швов, вот этого края не будет видно. Вот петельки я буду набирать не в первую, хотя можно и в первую. Вот в первую дужку от вот этой вот внешней петли, да, можно набирать. Либо смотрите, как я делала в прошлом следочке, так как он и так у меня получился широковат, я петельки набирала вот в эти вот отверстия. То есть у вас тогда должно получиться то количество петель, сколько у вас платочных дорожек, да, то есть если у меня здесь 25, то, допустим, 25 петель. Что у нас тут? То есть я вот так вот просовываю, захватываю ниточку и сразу, получается, одеваю на спицу, достаю. Мне так удобнее. Так, дальше ищу следующее отверстие, да, дырочку такую, захватываю. И тоже сразу вставляю вот так вот спицу, потому что пряжа довольно-таки моя это хорошо растягивается. То есть вот таким образом я буду набирать петельки. Вот. И опять-таки самое главное еще, чтобы количество петель с обеих сторон, то есть вот с этой стороны, мы будем набирать полностью по всему верху, но главное, чтобы вот с этой стороны, с одного как бы бока, да, и со второго бока были одинаковое количество петель, вот здесь, обязательно. И здесь нам понадобятся уже маркеры, сейчас я свои достану. Я беру вот такие маркеры, если у кого-то нет, то можете взять ниточку какого-нибудь другого цвета, да, сделать из нее такую типа петельку, и надеть на этого, на спицу. Вот, то есть я беру петельки, делаю именно из вот этих вот отверстий, которые между косичками, там где вот этот наш кромочный, да, ряд, скажем так. Не знаю, правильно ли говорю, с этими терминами особо еще не знакома. Вот, то есть я сейчас вот так вот набираю до сюда, пересчитаю, какое количество у меня осталось, и здесь одену маркер. Буду продолжать набирать здесь. Дальше. Вот я набрала петельки. Сейчас я посчитаю. Девочки, короче, получилось у меня как раз 25, сколько и было там. А, в прошлый раз у меня получилось почему-то 24. Все, я поняла. В прошлый раз у меня где-то 24 получилось, видимо, из-за того, что я не делала петельку здесь. Так, теперь я пометила, вот тут вот повесила маркер. Для чего я это делаю? Потому что потом в дальнейшем вот эту среднюю непосредственно часть, то есть на средней этой части мы будем делать убавки. И чтобы нам с вами не убавить то, что не нужно убавлять, мы помечаем, получается, маркерами. То есть вот здесь вот маркер, да, либо веревочка какая-то, ниточка. И на этой стороне здесь точно так же достаем петельки. Вот. Я вот так достаю и на спицу цепляю. Мне не очень удобно, я через камеру, сейчас, когда вот это делаю, смотрю через камеру, потому что штатив у меня не крепящийся к столу, а напольный, поэтому он стоит прямо передо мной, и мне не очень удобно. Но я
даст Бог, куплю себе, который крепится к столу и который прям вот сбоку крепится, да, допустим, вот это стол, который сбоку, например, крепится и вот так сверху нависает, то есть тем самым он не будет мешать мне рукам. А так получается, вот мой стол, здесь стоит прям штатив, прям передо мной эта камера, вот, поэтому получается не совсем удобно, то есть мне надо смотреть то, что я делаю, и одновременно смотреть в камеру, чтобы был фокус, да, вот, как-то так. Набираем тоже петелечки, тоже набираю их вот в этих отверстиях, которые у меня между, ой, упал клубок, между этими цепочками идут. Так, сейчас, наверное, кот придет в клубок играть. Сейчас я его заберу, чтобы он этих ниток не наелся. Тоже, девочки, очень внимательно, у кого есть котики, не позволяйте им играть с клубками. Это, ну, чревато потом последствиями, потому что они могут наесться этих ниток, вот этих мохнаток, да. Вот, поэтому не допускайте, не давайте им играть в клубки. Мячик сделать какой-нибудь можно, либо купить. Так. Ну, мой, кстати, кот особо мне не мешает, вот я вам хочу сказать. И единственное, что тоже периодически, но не всегда, как бы я ему объясняю, что нельзя трогать, допустим, спицы. Но один раз я не досмотрела, и он был совсем маленький. Сейчас нашему князю годик исполнился, вот 5 апреля 24 года ему исполнился год. Вот, сейчас подниму клубок. Так, продолжаем. Немножко отвлечемся от темы, да, и этого по поводу кота. И первое время, когда вот я начала вязать, он начал со спицами играть. Ну, я думаю, ладно, пусть там тихонечко поиграет. Спицы были крупные, то есть не сильно острые. Вот. Но суть в том, что он, показывается, погрыз у меня леску. Но тогда были другие спицы, не эти. И, конечно же, когда я вязала, там оставались заусенцы и цеплялись петельки. Поэтому не давайте котикам играть со спицами, с клубками. Почему так говорю? Потому что в интернете периодически попадаются мне видеоролики, ну, там коротенькие, либо отрывки, там, где коты играют и со спицами, хотя это тоже чревато, да, и с клубками. Не стоит так делать. Так, буду дальше набирать до сюда, давай к вам подключусь. Я провязала, получается, уже вот эту вот среднюю часть. Опять надеваю маркер. Тут количество петель я уже не считала. Вот, одеваю маркер и не провязала, а набрала. И набираю дальше петельки. Вот. Здесь тоже у нас должно тогда получиться 25. Как у меня с той стороны получилось 25 петель. Точно так же с этой стороны должно получиться 25 петель, да, чтобы у нас вот эти вот стороны были одинаковые. Нигде ничего не тянуло. И так далее. И сейчас, получается, мы начнем вязать уже вот эту часть. Не знаю, как ее назвать. Крутится на языке слово. Не могу вспомнить. То есть, если основную часть, да, то есть, если основную вот эту заготовку я вязала на четверке на спицах под свою пряжу, да, у вас, смотря какая тоже там пряжа, то вот эту вот каемочку мы берем на пол размера, либо на размер спицу меньше. Можно брать на пол размера, если на пол размера нету, то берите на размер. Я сейчас вот это еще раз повторюсь, вязала спицей четверка, а вот эту вот каемку буду вязать на 3,5, но петли я набираю на четверку. Вы можете сразу, например, набирать на троечку. Ну, мне так как-то, не знаю, удобнее, наверное. Вот. Точно так же под вот эти вот дырочки, да, получается, я просовываю вот в эти дырочки я просовываю крючок и одеваю, втягиваю ниточку и одеваю сразу петельку, вот такую делаю. Вот так это получается. Все, буду я довязывать до конца, пересчитаю петельки и к вам вернусь. Тоже у меня получилось 25 петель. Теперь я буду брать спицы 3,5 и буду уже ими провязывать непосредственно дальше. Вот такие вот у меня спицы, тоже этот набор, кому интересно, у меня в телеграм-канале есть ссылка, где я его покупала. Вот 3,5
Там 12 размеров в этом наборе было. Вот, и видео тоже, видеообзор есть на канале, можете посмотреть в плейлисте покупки, тоже есть обзор на этот набор. У меня 2 таких набора, покупала на Валберес, очень хорошая цена была, ну прям вообще шикарная. Если мне память не изменяет, где-то в районе 17 белорусских рублей. Продолжаем дальше. Сейчас будем провязывать. Крючок нам уже не понадобится. Я его спрятала вот в такой набор. Одного крючка нету, потому что он сейчас у меня в другом проекте задействован. Вот, про этот набор тоже очень дешево, выгодно купила. У меня есть видео на YouTube. Смотрите, плейлист покупки. Там много всего интересного. И артикулы я оставляю в своем телеграм-канале. Не знаю, напишите, может удобнее будет артикулы здесь оставлять сразу под видео, ссылки или там, я не знаю, как удобнее. Напишите, пожалуйста, как вам удобнее, да, будет. Потому что иногда много что покупаю, ну немного прям, но стараюсь покупать что-то вот классное, но дешевое относительно, да, потому что все эти вязальные прибамбасы довольно-таки дорого сейчас стоят, видать, наверное, из-за курса или чего-то другого. Значит так, все, набрали, получается, мы петельки, у меня это получилась изнаночная сторона, и теперь я буду перекидывать их на спицы 3-го размера, тоже провязывая все лицевыми. Но смотрите, как можно делать еще. Если у кого-то ниточка потоньше, могут образоваться дырочки здесь, поэтому вы берите не за заднюю стеночку, вот, а за переднюю стеночку. Вот так. Тогда получается скрещенная петля и меньше вероятность того, что образуется какая-либо дырочка. Но так как у меня нитки довольно-таки толстые, даже они идут у меня такие, да, вот вы видите, многослойные, я иногда цепляюсь, это вот моя кофта, это все еще моя кофта, вот, поэтому мне не страшно, ну, хотя тоже можно за переднюю стеночку, хотя мне и так оно довольно-таки, они такие, как пушистые, можно сказать. То есть получается, что весь первый ряд, да, с изнаночной стороны мы провязываем с вами тоже лицевыми. Да, то есть, по сути, вот эти слитки очень легко вяжутся. Можно использовать абсолютно разные цвета, даже больше, чем 2 цвета. Можно и 3 цвета. Там, где слишком тугие петли, я беру за заднюю стенку, чтобы спицы, не дай бог, не поломать. Вот, можно 3 цвета использовать. Это уже ваша фантазия. Вяжутся очень быстро. Если вот прям есть время сесть и вязать только их, особенно если где-то в дороге, либо ждете где-то, да, я знаю, многие с собой вязание берут в разные места, свяжутся очень быстро. У меня, получается, они, грубо говоря, связались за 2 дня, потому что помимо этого я занималась и другими делами. Все, теперь полностью ряд мы провязываем лицевыми, и здесь тоже. И когда я провяжу этот ряд лицевыми, я к вам вернусь и покажу, что мы будем делать с вами дальше. Вот, лучше всего за переднюю стеночку, тем самым, говорю еще раз, они получаются как перекрещенные, перекрученные такие, и меньше вероятность того, что получится дырочка. Вот. Так, продолжаем. Тоже смотрите, девочки, внимательно, вот этот вот мы пока что не снимаем. То есть вот я провязала лицевыми вот эту часть, боковинку, перекинула маркер и продолжаю дальше лицевыми петлями пока просто по прямой провязывать. Ничего нигде не убавляем, не убираем, просто вяжем по прямой. Я провязала полностью там лицевыми петлями. Теперь что мы будем делать? У нас получается лицевая сторона. Вот этот ряд, ой, не ряд, вот эту часть мы провязываем опять лицевыми петлями. Здесь останавливаемся и в середине начнем уже убавлять. Напомню, что я перешла на спицы 3,5, то есть если до этого я вязала на 4, сейчас у меня 3,5. Тем самым наша вот эта вот каемочка, да, или как правильно назвать, не знаю, напишите в комментариях, как правильно назвать вот эту вот часть в слитках, да, благодаря тому, что спицы у нас получаются поменьше диаметром, то есть вязка будет поплотнее, да, вот, соответственно, она будет лучше держать форму, ну и сам следок. Все, продолжаю довязывать до маркера и к вам вернусь.
Провязала я вот эту часть, теперь перекидываем маркер, он нам еще пока что понадобится. И вот эти вот до следующего маркера петельки мы будем провязывать по 2 вместе лицевой. Я буду за заднюю стеночку провязывать, мне так проще. Вот. Так, 2 вместе провязали и потуже подтянули, чтобы тоже не было больших особо дырочек. Хотя, в принципе, они здесь и не видны. Вот они немножко есть, но не бросаются в глаза. Вот так, все, дальше. Точно так же, кстати, убавления делаются и на рукавах в кофтах, да, там, где вот кто хочет сделать такие как бы пышные рукава к низу. Вот в кардигане, который я вязала из квадратов, тоже есть видео на канале у меня, можете перейти в плейлист вязания и посмотреть, там тоже есть, как я вязала кардиган из остатков. Вот, и вот там рукава я делала точно так же, то есть они были довольно-таки широкие. Так, здесь очень туго у меня, и чтобы, получается, красиво был такой как бы сборочки, не сборочки, как это правильно сказать, точно так же в конце я провязывала 2 петли вместе, тем самым оно так красиво собирает, такую красивую сборочку делает. Вот. Так, опять пытаюсь вставить. Очень туго я вяжу, плотно. Вот. Довязываем до конца таким образом 2 петли вместе. Если вдруг у вас здесь, когда вы дошли до маркера, остается не 2 петли, а 1, значит вы снимаете маркер, провязываете, захватываете петлю вот с этой боковинки, маркер опять одеваете и идете вязать дальше уже каждую петлю по отдельности. Вот, посмотрим, сколько у меня здесь петель останется, и я подключусь, покажу. Так, ну, здесь у меня осталось как раз 2 петельки, поэтому я 2 их провязываю, это перекидываю маркерочек и дальше вяжу уже по 1 петельке, как обычно. Но если у вас вдруг осталась 1 петля, значит вы ее, получается, снимаете, убираете маркер, надеваете обратно, провязываете, потом одеваете маркер и вяжете дальше. Надеюсь, что я понятно объяснила. Так, я довязала оставшуюся вот эту вот часть, да. Здесь у нас потихоньку, видите, уже начинают собираться сборочки такие. Вот красиво будет закругляться. Переворачиваем на изнаночную сторону и по изнаночной стороне провязываем все лицевые. Ничего нигде не убавляем. Маркеры пока что оставляем. Тоже все лицевые петли по изнаночной стороне провязываем. И потом я к вам вернусь, и нужно будет еще раз сделать убавки. И в принципе будем переходить потом же непосредственно к сборке самого слитка. Вернулась к лицевой стороне, значит, что мы теперь делаем? По части боковинки мы провязываем. Вот у меня осталась 1 петелька, провязываю тоже лицевой, маркер можно уже убрать, и теперь опять все петельки средней вот этой части до следующего маркера мы провязываем, получается, 2 вместе. То есть еще раз, да, до маркера мы провязываем до маркера, маркер тоже со второй можно будет убрать. Вот, и по изнаночной стороне потом уже мы будем с вами закрывать тоже аккуратненько и стараться делать так, чтобы наше вот это закрытие, да, шов с закрытыми петлями был более такой эластичный. Вот как у нас получается, да, видно уже, как оно подгибается. Все, до маркера опять 2 петли вместе и потом здесь по 1 петельке. Смотрите, что хотела вам показать. То есть посерединке я закрыла 2 петли еще раз. И тут у меня осталась для закрытия 1 петля, а не 2. Я ее снимаю, маркер убираю, перекидываю на предыдущую и захватываю петельку с той части, которая у нас идет на боковиночку, тоже провязываю 2 вместе. Вот таким образом. И здесь опять до конца ряда вот эту вот боковинку мы, получается, провязываем все лицевые петли. Все лицевыми петлями. Смотрите, да, как у нас уже получается здесь. Вот такой вот фонаричек, как будто бы получился. Все провязываем до конца. Довязала тот ряд, и здесь делаем точно так же. И опять-таки не затягиваем сильно. Снимаем петельку, провязываем лицевой и протягиваем. Вот так аккуратненько закрываем. Опять провязываем лицевой и протягиваем. Вот.
Сильно не затягиваем петли, вот, чтобы у нас такой более эластичный, да, получился вот этот ряд. Так как тем более он у нас будет одеваться непосредственно, должен немножко все-таки растягиваться. Вот. Как это получается? Опять лицевую провязываем и потом так аккуратненько протягиваем. Провязываем, аккуратненько протягиваем. Все таким образом полностью закрываем до самого окончания, конца, и будем потом уже сшивать. Тоже покажу, как это делается. Получается, закрыла там все наши петельки, обрезала ниточку, но ниточку обрезайте таким образом, чтобы вам ее хватило для сшивания задней стороны, да, вот здесь, где пяточка и подошвы. Где-то примерно до сюда мы будем сшивать, а там дальше стягивать. То есть вот как здесь получилось, чтобы наш носочек, да, он был такой более плавный. И будем сейчас делать вот такой шов. Для этого шва мы складываем пополам. Опять-таки смотрите, чтобы оно было у вас ровненько и на лицевую сторону. Я втянула иголочку. И смотрите, там, где получается от нас, то есть мы будем протягивать ниточку, сшивать по внутренним сторонам, скажем так, да, петелек. То есть вот посерединке, да, внутренние, вот они получаются. Вот это вот внутренние идут части, да, косичек. Сейчас сфокусирую. Вот это внутренняя часть, это внешняя. Здесь, смотрите, точно так же. Вот это вот внутреннее, это внешнее. Мы будем соединять вот эти вот внутренние части, да, вот эти вот внутренние части. Тоже стараемся, чтобы было ровненько, аккуратненько иголочкой. Вот так соединяем. Вот тоже внутреннее подхватываю. Так, нитки у меня очень путаются. Ну ничего. Здесь тоже я нахожу вот внутреннюю вот эту часть косички сторону. И вот так вот. Здесь точно так же нахожу внутреннюю. И вот так. То есть именно по внутренней стороне идем. Аккуратненько стараемся, чтобы вот это вот все не съехало. Так, здесь что-то у меня запуталось, но у меня ниточка такая, вот еще раз повторю, она как бы пушится, из нескольких ниточек состоит, поэтому вот так тоже находим внутреннюю. И вот так здесь тоже ищем внутреннюю. Это, наверное, у меня вот здесь получится. Теперь вот здесь получается как бы на себя мы, да, вот это все втягиваем. Опять-таки, если у вас ниточка нормальная, у вас красиво будет получаться, не будет так пушиться, как у меня. Так. Тоже вот она, внутренняя эта часть. Вот так вот мы прям это дело и делаем за внутреннюю сторону. Именно за внутреннюю сторону. Это вот очень важно. Тем самым будет получаться такой вот ровненький шов. Сейчас я закончу и вам покажу. Вот очень аккуратненько смотрим и стараемся, чтобы оно не сдвинулось. Вот. То есть контролируйте, чтобы ровненько все было. Так, смотрите, девочки мои дорогие, или мальчики. Сейчас много, кстати, мужчин, смотрю, бросилось тоже в вязание и крючком, и спицами. Вот поэтому рукодельники и рукодельницы. Смотрите, получается, вот мы провязали, и насколько вот этот шов, он получается гладкий. Надеюсь, видно. Вообще вот прям незаметен, как будто бы. И с внутренней стороны тоже вот он прям гладенький, да, то есть он даже глаже, чем вот эти ребристые выступающие части. Вот он. Вот. Смотрите, как красиво, да? Вообще незаметно. Вот. И теперь здесь провязываем точно так же, оставляя примерно
4-5 сантиметров, не довязывая до конца, там будем мы собирать, тоже покажу. Все, буду сейчас, провязывать, прошивать. Буду сейчас прошивать здесь аккуратненько шовчики, к вам вернусь. Я продолжаю вязать, сшивать по этому, по подошве. Тоже смотрите, какой хороший ряд, ряд шов получается, что я заговариваюсь. И тоже мягенький, такой гладенький, вот он прям ровный-ровный. Вот, и еще что хотела сказать, девочки, сильно вот здесь вот не стягивайте, пожалуйста. Потом еще нужно будет спрятать ниточки, но я потом люблю это делать, не сразу. Вот, тоже сильно не затягивайте вот так, да, периодически так вот, когда сшиваете, растягивайте, чтобы тоже здесь не было стянутости, не стягивала. Смотрите, получается, я прошила подошву вот до этого момента, и здесь я по внутренней стороне вот так вот иголочкой втянула ниточку. И тут мы аккуратненько стягиваем, но придерживаем, чтобы дальше этот шов не пошел, да, вот где мы его закончили. Аккуратненько я вот так вот стягиваю это все дело. Так. Вот так это все. Так. И здесь прям иголочкой я выведу в внутреннюю сторону, наизнанку, да, и там красивенько все это дело закреплю. Эти следочки на носочке, чтобы вам показать, как все это дело смотрится. Солнышко мне тут светит. Вообще очень здорово, и действительно не чувствуются вот эти швы вообще. Вообще не чувствуется. Размер у меня прям получился 38-39. Ну, очень классно. Я думаю, что потом я еще такие свяжу, потому что я довольно-таки мерзлячка. Мерзну часто, ноги у меня мерзнут в первую очередь, поэтому я часто ношу дома носочки какие-то. Вот сейчас буду носить еще и следочки. Вот так вот получилось. Надеюсь, что видео было полезным. Еще много идей у меня, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем добра, здоровья, в первую очередь удачи. Пока-пока.